Всем привет, Джейсон снова на связи. В этом видео познакомимся с еще одним представителем воздушного процессорного охлаждения от компании PC Cooler. Это башня GI X5B V2. Комплект поставки включает в себя все самое нужное для его установки на все актуальные виды сокетов. Кстати говоря, на сокет Intel 1200 он также спокойно установится, за это можете не переживать. Более подробно технические характеристики сможете рассмотреть, поставив видео на паузу. Размеры кулера. Высота 148 мм, ширина с учетом крепежных скоб 132 мм, толщина с установленным вентилятором 80 мм. Вентилятор крепится к телу радиатора при помощи двух металлических скоб. Здесь используется фирменный 120 мм вентилятор Corona, который выполнен на гидродинамическом подшипнике. Лопастей крыльчатки 9. Снаружи выглядит стандартно, но с обратной стороны имеет волнистую структуру. На фронтальном ребре рамки вентилятора есть узкие вставки из полупрозрачного пластика, которые в моем случае подсвечиваются синими светодиодами. В продаже существует точно такой же вариант кулера, только с красной подсветкой. Подсветка фиксированная. На рамке вентилятора около крепежных отверстий присутствуют резиновые демпферы. Заявленный диапазон скоростей составляет от 1000 до 1800 оборотов в минуту и регулируется при помощи шин. Кабель питания без оплетки, плоский, имеет 4-пиновый разъем и длину 350 мм. Радиатор состоит из 40 алюминиевых пластин, которые напрессованы на 5 медных U-образных 6-мм трубок. В свою очередь трубки впрессованы в алюминиевую пластину. Они напрямую контактируют с крышкой процессора. Площадка контакта трубок ровная, имеет размер 37 на 35 мм. Качество шлифовки можете оценить по данному фото. Изначально площадка защищена от повреждения вот такой наклейкой. Ее нужно не забыть снять во время монтажа. Инструкция с картинками, поэтому проблем с установкой возникнуть не должно. Я покажу установку на примере сокета 1151. Напомню, это будет актуально и для сокета 1200. Термопасту использую комплектную. Если наносить ее без фанатизма, то хватит на пару-тройку раз, а может и больше. Напомню, у меня открытый стенд на базе корпуса Deepcool CL500. Процессор 6-ядерный нескальпированный Intel Core i5-8600 кейс, TDP 95 Вт. Проверим в стоке и в разгоне до 4,7 ГГц. Материнка ASRock Z370 Pro 4. Оперативка G-Skill Ripjaws 5, две планки по 8 ГБ каждая. Видяха GTX 1080. Моя рекомендация по установке данного кулера в корпусе при уже собранной системе. К примеру, если вы решили сменить боксовый кулер на этот. Обязательно уберите видеокарту и оперативку с места их постоянной дислокации, и тогда с установкой у вас не возникнет никаких проблем. Понятное дело, это в том случае, если в вашем корпусе предусмотрено технологическое окошко в поддоне для материнки. Если же его нет, то тогда для правильной установки данного кулера придется снимать материнку. Как видно, кулер накрывает первый слот для памяти, поэтому оперативку с высокими радиаторами я бы с ним не использовал. С модулями стандартной высоты, либо у которых низкопрофильные радиаторы, проблем быть не должно. Начну с теста в разгоне, так как сделал его первым. Значит, проц разогнан до 4,7 ГГц, напряжение 1,3 вольта. Профиль вентилятора стандарт. И после чуть более 20 минут стресс-теста AIDA64 процессор максимально прогрелся до 93 градусов. При этом обороты вентилятора превысили отметку в 1900, и как вы понимаете, об акустическом комфорте в таком режиме можно забыть. Не изменяя настроек разгона процессора и профиля работы вентилятора, поиграл где-то 1,5 часа в рейтинговые гонки Forza Horizon 4. Проц максимально показал 80 градусов, а вентилятор пересек отметку в 1600 оборотов. Далее выставляю настройки проца в BIOS по умолчанию. Профиль вентилятора Silent. Снова чуть более 20 минут стресс-теста AIDA64 и проц максимально прогрелся до 71 градуса. Вентилятор по скорости немного превысил отметку в 1300 оборотов, и в данном случае все было акустически комфортно. Из всего вышесказанного рекомендовать данный кулер могу тем, у кого процессоры без разгона и имеют заявленный TDP до 95 Вт.
В этом варианте его производительности хватит, чтобы и прот охладить, и работать с комфортным для вас уровнем шума. В остальных вариантах я бы искал более производительное решение. На этом у меня все. Актуальные цены на данный кулер найдете в описании под этим видео. Всем хорошего настроения, с вами как всегда был Джейсон, до скорого!